В этом видео мы расскажем, как превратить наше тело в машину, которая очищает поврежденные клетки, способствующие старению и заболеваниям, и запускает процесс обновления, генерируя новые и более здоровые клетки. Для начала давайте разберемся, что такое аутофагия и как она может кардинально улучшить ваше здоровье. Аутофагия – это естественный процесс, при котором клетки разлагают и перерабатывают свои собственные компоненты. Проще говоря, аутофагия – это способ очистки организма от поврежденных клеток, которые заменяются новыми и более здоровыми. В процессе аутофагии клетки понимают, что новые питательные вещества не поступают, и начинают работать над своим состоянием, чтобы защитить себя. Они избавляются от вирусов и бактерий внутри клеток, а также распознают клетки, которые становятся опухолевыми или зомби, что значительно ускоряет старение. Чтобы аутофагия начала работать, тело должно быть в состоянии голодания. Но что же это за состояние? Состояние голодания возникает, когда уровень сахара в крови падает достаточно низко, чтобы организм начал активные изменения. После 8 часов голодания начинаются первые изменения. Через 12 часов организм начинает вырабатывать кетоны, вещества, которые печень производит и использует как источник энергии, когда нет доступной глюкозы. В этот момент вы начинаете чувствовать прилив энергии и ясности в мыслях. Кетоны также блокируют гормон голода, поэтому когда вы переходите в это состояние, вам больше не захочется есть. Через 13 часов уровень гормона роста начинает увеличиваться, замедляя старение и помогая сжигать жир. У мужчин уровень тестостерона может увеличиться на 1300% всего за 15 часов. Уровень КРП, маркера воспаления, начинает снижаться. В одном исследовании, проведенном среди женщин, прошедших лечение от рака молочной железы, было зафиксировано 64% сокращение случаев рецидива рака при условии, что они просто придерживались режима голодания 13 часов в день, никаких изменений в диете, только голодание. Исследования показывают, что через 15 часов голодания уровень гормона роста значительно повышается. Этот гормон помогает замедлить старение и способствует сжиганию жира. Если голодать 17 часов, организм начинает восстанавливать поврежденные клетки, и стареющие клетки уничтожаются. Через 24 часа происходит полное восстановление кишечника, а стволовые клетки кишечника начинают восстанавливать его внутреннюю оболочку. Через 36 часов организм начинает сжигать упорный жир, особенно в области живота, чтобы использовать его как источник энергии. Ваш мозг начинает искать пищу, и через 72 часа ваша иммунная система полностью восстанавливается, обновляя клеточный состав. Все эти потрясающие изменения происходят без использования медикаментов или добавок. Но стоит ли голодать 72 часа постоянно? Ответ – нет. Отличным стартом будет 3-дневное голодание дважды в год, чтобы избавиться от клеток, которые быстро стареют или могут превратиться в опухоли. Полное очищение организма от таких клеток можно достичь с помощью 48-часового голодания раз в квартал, если у вас есть проблемы с психическим здоровьем, депрессией или тревожностью, и вы хотите улучшить настроение. Для тех, кто хочет похудеть, идеально подойдет 36-часовое голодание один раз в месяц. Голодание на 24 часа или меньше можно проводить каждую неделю. Один 24-часовой голод в неделю может дать поразительные результаты для людей, которые едят только один раз в день. Многие люди комбинируют различные голодания от 12 до 17 часов. Во время голодания важно следить за тем, что вы едите, когда решите прервать его. Вот 5 продуктов, которые могут усилить эффекты голодания. Авокадо – один из лучших способов завершить голодание – это съесть жир. Почему именно жиры? Потому что они блокируют гормон голода. Начинайте с жирной пищи, а потом подождите перед тем,
как есть что-то еще. Такой подход помогает вам избавиться от чувства голода в течение следующего часа. Прекрасный вариант для завершения голодания – авокадо. Исследования показали, что через 1-4 часа после употребления кофе активируется аутофагия в печени, мышцах и сердечной ткани. Для достижения пользы кофе должен быть органическим, поскольку пестициды увеличивают клеточную смерть и токсичность. Проблема с обычным кофе заключается в том, что в нем часто содержится плесень, поэтому лучше выбрать кофе без плесени, иначе вы будете стимулировать аутофагию, добавляя токсины. Зеленый чай – отличный выбор для тех, кто не хочет сильной стимуляции от кофе. Исследования 2019 года показали, что зеленый чай обладает нейропротекторным эффектом и стимулирует аутофагию в любых клетках, с которыми он вступает в контакт. Зеленый чай является универсальным активатором аутофагии. Также исследовалось эфирное масло мандарина, которое стимулировало аутофагию у людей с нейробластомами, раковыми опухолями нервной ткани. Исследования показали, что оливковое масло оказывает мощное влияние на бета-амилоидные и тау-протеины, связанные с болезнью Альцгеймера. Также проводились исследования его воздействия на рак, например, при метастатической остеосаркоме. Важно выбирать органическое оливковое масло и не хранить его слишком долго, чтобы оно не прогоркло. Оливковое масло также не следует нагревать до температуры, когда оно начинает дымить, так как при этом оно превращается в воспалительный жир. Куркумин – это активное вещество куркумы, которое можно добавить в рацион. Вы можете посыпать им еду или пить сок с корнем куркумы. Это отличный способ получать большие дозы куркумина. Также можно добавлять куркуму в жаркое. Исследования показывают, что куркумин усиливает аутофагию в клетках поджелудочной железы. Исследования 2019 года показали, что куркумин подавляет распространение клещевых заболеваний, стимулируя апоптоз, смерть клеток и аутофагию. Если вы хотите регулярно стимулировать аутофагию, важно выработать долгосрочную стратегию. Без этого ваши клетки будут продолжать накапливать токсины. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем выпуске.